Большие экипировщики стремятся перенести футбольный стиль в повседневную жизнь. Так Nike сделал ПСЖ главными модниками, демонстрируя их атрибутику даже на показах мод. А еще они мутят мощные коллаборации с брендами других сегментов, вроде Jordan или Hugo Boss. Почему именно ПСЖ, а не Барса или Челси? Думаю, не последнюю роль сыграло то, что это парижский клуб, а Франция — это одна из главных стран мира моды. Давайте посмотрим, может быть и другие клубы Лиги 1 совместно с экипировщиками делают крутую форму и стремятся попасть на подиумы. Но перед началом напомню, что партнером нашего канала является компания Marathon.bet, которая считает ПСЖ одним из 4 фаворитов Лиги Чемпионов. Хотя мне кажется, что французы снова упустят свое на начальных стадиях плей-офф. А как думаете вы? Ссылка на марафон внизу, а мы начинаем. В ролике про обзор форм команд испанской премьеры я попросил вас написать в комментариях, стоит ли выпускать отдельное видео про французскую лигу. Голоса разделились, и я решил сделать общий ролик. Большую часть посвящу Франции, а в конце упомяну известные команды из других чемпионатов. А еще вас ждет очень интересный бонус про формы ФНЛ. Обязательно досмотрите, есть очень крутые комплекты. Но пока о Лиге 1. Лидирует по количеству клубов в чемпионате Франции бренд Puma – 5 команд. Среди них выделю Марсель, остальные пумовские клубы вряд ли можно назвать грандами. Второе место Nike, у них 4 партнера, среди которых ПСЖ. У Адика, Капа и New Balance по 2. Остальные бренды смогли подписать лишь по одному клубу. Расскажу о самых интересных формах. Главное изменение на форме ПСЖ от Nike – смена титульного спонсора. Теперь вместо надписи Fly Emirates красуется лого гостиничного оператора Accor. Смотрится довольно непривычно. Домашняя форма по традиции темно-синяя с красными белыми вертикальными полосами по центру. На гостевом комплекте вместо свуша красуется лого Jumpman, продолжение нашумевшей коллаборации баскетбольного подразделения Nike и ПСЖ. Цвет формы официально называется инфракрасный. Впервые он был использован на 4-м поколении кроссовок Air Jordan в 1991 году. Третья форма — это ремейк Кипы 1989 года, практически один в один. Nike как раз в этом сезоне делает для многих ретро-комплекты, а тут еще и совпало 30-летие сотрудничества бренда и парижского клуба. Монако перед текущим сезоном подписал контракт с брендом Капа, с которым монегаски сотрудничали 20 лет назад. В те времена за клуб играли такие суперзвезды, как Трезеге, Бартес и Анри. Надо сказать, новинка получилась классной. Домашняя сделана в красно-белых цветах. Верхняя часть отделена от нижней по диагонали. Стильные манжеты рукавов и приталенный крой делают эту форму крутой. Гостевая выполнена в сочетании черного и золотого цветов. По всей майке проходит узор из ромбов, который также встречается на гербе княжества Монако. Третий комплект с тем же узором, только в голубом цвете. В целом все 3 варианта смотрятся классно. Домашняя форма Марселя от Пумы довольно проста. Основа белая, по передней стороне майки проходят тонкие вертикальные голубые полоски. В честь 120-летия клуба на нижней части джерси нашит ретро-бейдж Марселя. Принт гостевой формы Олимпика вдохновлен узором крыши домашнего стадиона Велодром. Такую фишку Puma в этом году уже практиковала на джерси других команд. И если вы смотрели наши ролики по другим чемпионатам, то без труда сможете написать в комментариях, у каких. Пишите, посмотрим, насколько вы внимательны. Третий комплект очень крутой. Он сделан по типу форм Валенсии и Дортмундской Боруссии с разделением верхней и нижней части. Общий цвет черный, на котором едва заметен узор, вдохновленный Марсельским музеем цивилизации Европы Средиземноморья. Как же я обожаю такие отсылки в форме. Другие бренды, смотрите, как можно обыгрывать шаблонный дизайн. Puma еще, кстати, выпустила неплохую форму для клуба Ним, на груди которой круто обыграно прозвище команды «Крокодилы». Все 3 комплекта довольно интересные. Домашняя форма Леона сделана в очень чистом дизайне. На белой основе выделяются красно-синие манжеты рукавов и серые полосы Adidas на плечах. Фишкой является едва заметный рельефный принт льва на нижней части майки. Гостевая форма в несимметричную вертикальную черно-синюю полоску. Третий комплект сделан на уже надоевшем шаблоне Tiro 19. Его мы встречали почти во всех лигах. Но форма Леона обыграна в 2 цветах и смотрится уже не так банально. Форму Лилю делает New Balance, и получается это довольно неплохо. Домашняя выполнена в очень ярком дизайне, который вроде как вдохновлен творческой энергией уличного искусства города.
Красные и синие цвета соединяются эффектом брызг от кисти с краской. Выглядит очень круто. Выездной вариант попроще, в желтом цвете с черными деталями. На третьей форме принт, который хорошо сочетается с клубным бейджем. Спонсор Нанта также компания New Balance, которая сделала довольно неплохие яркие комплекты. Домашний желтый, а гостевой зеленый. Главной же фишкой формы стал обновленный клубный логотип, который вдохновлен, конечно же, гербом Ювентуса. Ожидаемо тренд итальянцев потихонечку начинают подхватывать в европейском футболе. По-моему, минималистичный дизайн лого туринцев просто пушка. Ну и бейдж Нанта тоже крутой. В сравнении со старым так уж точно. И пройдусь очень коротко по остальным клубам Франции. Бордо придерживается традиции. V-образный принт присутствует на домашнем и гостевом комплектах. Довольно забавно смотрится рукописный логотип титульного спонсора на груди. Также отмечу, что бейдж клуба находится по центру, прям как на форме Ньюкасла и майках из 90-х. Puma также делает форму Амьену. Несмотря на то, что оба комплекта выполнены на базовом шаблоне, смотрятся они довольно стильно. Форма Сент-Этьена производится компанией Lecocq. Все три комплекта сделаны на одном шаблоне и получились интересными. У Анжера интересно обыграна диагональной штриховкой гостевая полосатая форма. Как еще можно освежить стандартный дизайн? Милану и другим командам на заметку. Многие клубы грешат тем, что залепливают свою форму логотипами спонсоров. Реально перебор. Например, по джерси Бреста я не сразу понял, кто у команды технический партнер, так как бейдж Nike просто затерялся. Также облепили форму рекламой Дижон, Монпелье, Рен и Страсбур. Теперь расскажу о формах клубов из других лиг. Первая на очереди Португалия. Порту сотрудничает с компанией New Balance. Домашняя форма сделана в классическую вертикальную сине-белую полоску. Ничего необычного. А вот гостевая выполнена в желтом цвете с синими деталями. Такое сочетание было вдохновлено входным билетом на финал Кубка УЕФА 2003, в котором Порту одержали победу, в том числе благодаря голу Дмитрия Оленичева. Интересно, что 3 года назад New Balance подобной отсылкой сделал форму для Селтика. Тогда кипа была розовой, и цвета также брались с входного билета, правда уже финала Кубка Чемпионов 1967 года. А третий вариант Порту вообще бомбический. На темно-синей основе выделяется яркий абстрактный принт, который вдохновлен мифическим драконом, символом клуба. Без него форма была бы простенькой, а с ним прям огонь. Спортингу форму отшивает компания Macron. Домашняя по классике в горизонтальную бело-зеленую полоску. Выездная в зеленых и синих оттенках. А третий комплект — настоящий эксклюзив. У него даже есть название Стромп, в честь основателя клуба Франсишку Стромпа. Майка поделена пополам по вертикали в бело-зеленых цветах. На ней выделяется черный классический воротник со шнурками и ретро-логотип клуба. Обожаю олдскул. Форма Бенфики от Adidas простая. Домашняя однотонная, красная с очень малым количеством белого цвета. Выездной вариант на нашем любимом Tiro 19. По всей видимости, Адик запланировал большие продажи именно этой базовой формы для любительских команд. Дальше Голландия. Adidas представил новую форму Аякса в трогательном ролике с игроком команды U11, который мечтает играть за клуб. Домашний комплект традиционный красно-белый. Гостевой вариант сделан на том же шаблоне, что и форма Амкала второго сезона. Я надеюсь, вы еще ее не забыли. Форма PSV от Umbro получила значимое обновление. Сменился титульный спонсор. Теперь на груди красуется надпись Brainport Eindhoven. Многие могли вспомнить Philips и удивиться, но их лого пропало с формы уже как несколько лет. Это странно, ведь изначально PSV создавался как клуб сотрудников завода знаменитой голландской корпорации. Из 3 комплектов можно выделить гостевой с оранжевой клеткой на рукавах. Форму Витесса Леонида Слуцкого производит компания Nike. Домашняя в черно-желтую вертикальную полоску. Все просто. На гостевой есть уникальный принт, который посвящен 75-летию битвы за Арнем. Это сражение было очень важным для армии союзников во Второй мировой войне. А вообще, я лично раньше не встречал отсылку к военной тематике на футбольных формах. А вы встречали? Форму Фейенорду производит Адик и делает ее довольно просто. Домашняя красно-белая, выездная шаблонная сине-желтая. Пройдем по Бельгии. Андерлех сменил технического партнера. Теперь вместо Адика форму команде отшивает испанская Хома. Домашний комплект фиолетовый, гостевой белый. Винсану Компани, кстати, эта форма очень идет. Брюгге сотрудничает с итальянской компанией Macron и получил довольно неплохую кипу. Домашний комплект черно-синей вертикальной полосой по центру. Выездной бордовый с треугольными узорами на плечах.
Выглядит в целом хорошо. Льежский стандарт экипирует New Balance. Все три формы сделаны на одном шаблоне. Домашний отличается горизонтальными полосками, а гостевой третий выполнен с геометрическим принтом по всей майке. Что же бренды приготовили в Турции? Домашняя форма Галатасарай от Nike очень похожа на кипу Шахтера по структуре, о которой я говорил в видео про РПЛ и УПЛ. Правда, помимо вертикального разделения майки на две части, на форме стамбульцев можно увидеть едва заметные полоски. Гостевой вариант бежевый, а третий серый. Истанбул Башакшехир экипирует Макрон. Все три комплекта простенькие, но имеют интересный дизайн воротника. Домашняя форма оранжевая, выездная темно-синяя в мелкую полоску, а третья серая с эффектом меланж. Все формы Фенербахче от Адика стандартные. Домашняя на шаблоне Амкала, гостевая однотонная, а третья на моем любимом Тиру 19. А вот Бешикташу все тот же Adidas сделал домашний комплект уникальным. Ну почти. На белой майке нанесен узор из трех как будто заштрихованных диагональных полос. В целом выглядит интересно и свежо, но подобный дизайн в прошлом году был у баскетбольной джерси Реала, правда в другом цвете. Выездной вариант черный с геометрическим принтом по всей майке, а третий все на том же Тиру 19. Теперь Шотландия. New Balance приготовил для Celtic довольно стильные комплекты. Домашний сделан в классическую горизонтальную бело-зеленую полоску с полуворотником. Манжеты рукавов очень похожи на ливерпульские. Гостевая форма желтая с зеленой верхней частью майки. По-моему, классное сочетание. А форму Glasgow Rangers производит датская компания Hummel. Домашняя по классике в синем цвете с белыми деталями. Если присмотреться, по всей джерси можно заметить узоры из клубного логотипа. Гостевая форма черная с тонкими вертикальными градиентными полосками в нижней части. Как по мне, довольно стильно. Третий комплект простенький в красном цвете. Интересной фишкой всех трех вариантов является текст припева фанатской песни Follow Follow, который написан сзади ворота. Причем он разбит на три части, отдельный кусок на каждой из форм. Круто же! Очень коротко о Сербии и Греции. Форму Црвену звезды производит Макрон. Главным новшеством стало появление третьей звезды над клубным лого в честь 30-го чемпионства. Домашний комплект выполнен по традиции в красно-белую вертикальную полоску. Очень выделяется синий логотип титульного спонсора «Газпрома». Гостевая форма белградцев в синем цвете с едва заметным принтом на передней части майки, а третья серая с синими и красными деталями. Главный враг Црвена звезды, Партизан, сотрудничает с Nike и пока играет в форме, которую представили еще прошлым летом. Черно-белая вертикальная полоска в домашней и чисто черная гостевая. Ну а греческий Гранд Олимпиакос получил от Адика стандартные комплекты. Домашний в красно-белую вертикальную полоску, гостевой на шаблоне Тиро, а третий на базовой модели Кампион 19, как у сборной Германии на чемпионате мира 2018. И несколько форм Южной Америки. Джерси Бока Хуниорс очень традиционная. На обоих комплектах сохранена горизонтальная полоса. Домашний синий, выездной желтый. Джерси достаточно классические, без революционных изменений. Форма River Plate от Adidas также сохранила традиции. Белая основа и красная диагональная полоса по всей домашней майке. Гостевой комплект вообще один в один, как старая форма Амкала. Что интересно, команда Германа этот дизайн получила первой. Причина – базовый шаблон появился раньше, чем новая форма Ривера. А вот Амкал попал аккурат под релиз. На домашней форме Фламенго от Адика есть очень интересная фишка. На горизонтальных красных полосках нанесена надпись Mango в трехмерном шрифте, который, по словам производителя, затрудняет подделку. Кто знает, возможно, такой способ защиты от подделок мы увидим на формах европейских грандов. Эта же фишка используется на гостевом комплекте, который выполнен в белом цвете. В качестве бонуса хочу упомянуть пару интересных форм из ФНЛ и ПФЛ, которые я не затронул в видосе про наши клубы. Для московского торпеда кипу производит Макрон и делает это круто. На обоих комплектах присутствует шотландский узор Тартан. Если на домашнем он едва заметен, то выездной полностью сделан в знаменитую клетку в черно-зеленом сочетании. Дизайн — отсылка к шотландцу Вильяму Гопперу, который, можно сказать, привез к нам футбол в конце 19 века. Именно на его мануфактуре был сыгран первый матч команды ЗКС,
которая считается прародителем торпедо. Отмечу, что спонсором клуба стал магаз Brand Shop, который должны знать многие модники. Его создатель – давний болельщик торпедо. Нижнекамский нефтехимик также получил уникальную форму. Их спонсор Умбра отнесся к ее созданию с душой, отобразив на кипе орнамент, связанный с регионом команды Татарстану. Особенно мощно смотрится выездной комплект в черно-зеленых цветах. Ульяновская Волга с ПФЛ выделяется на фоне многих унылых команд низших лиг своим креативом. Она хорошо работает с болельщиками, выпускает много атрибутики и активничает в соцсетях. Летом клуб зарелизил лимитированную серию домашних футболок с портретом Ленина, фотки которой разлетелись даже по зарубежным сайтам. После этого Волга выпустила еще и майки с изображением Пушкина в честь дня рождения поэта для аукциона. Производителем кипа является российский бренд 2К. Красавцы. Кстати, они же выпустили форму для другого клуба ПФЛ – КамАЗа, с которым недавно с трудом справился Спартак в Кубке. Здесь все круто во всех смыслах. И сами комплекты, и их презентация. Все майки украшены принтом в виде шестеренок, а на третьем варианте формы еще написаны имена 100 великих татарстанцев, вроде Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая. Презентация новинки была в стиле бандитских разборок из 90-х. Респект за креативность. Так как видос получился довольно длинным, мне сложно отобрать 4 лучшие формы для голосования, поэтому выбирайте самую сочную по вашему мнению и пишите в комментариях. Через пару дней я у себя в инсте опубликую формы, которые выбрали вы. Мой выбор – форма торпедо. Я, честно говоря, даже захотел себе такую. Мы уже начали готовить топы лучших и худших форм года, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ну и колокольчик поставить не забудьте, а то порой YouTube не уведомляет о новых роликах. А еще подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там вы можете спросить, какой товар из футбольной кипы выбрать, или же написать свой отзыв, или почитать отзывы других, например, о бутсах. Ну и посмотрите все прошлые ролики из этой серии. Тут я разобрал формы АПЛ, тут РПЛ, а тут чемпионата Испании. Я Юрий Русанов, Мяч Лаб. Пока.